Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня я расскажу вам про мои выкройки и о том, как выкраивать детали из ткани. Итак, выбираем любое видео. Например, вот это. Внизу под каждым моим видео есть описание. В нем находятся полезные ссылки, в том числе и нужные нам выкройки. Нажимаем на ссылку, и открывается лист с выкройкой. По умолчанию это лист А4, сразу готовый к печати 1 к 1. Также внизу есть линейка в натуральную величину для копирования выкройки прямо с экрана. Эти выкройки можно сразу распечатать или сохранить отдельным файлом. Он будет в формате PDF. Вы можете конвертировать его онлайн в подходящий вам формат, а также скачать в виде картинки из моей группы ВКонтакте. Скачанный файл можно открыть как в отдельных программах, так и просто в браузере. Масштабируем изображение таким образом, чтобы деления на вашей, приложенной к экрану линейке, совпадали с нарисованными. Теперь берем любой, самый обычный лист бумаги и карандаш. Прикладываем лист к экрану и аккуратно, едва касаясь, чтобы не повредить экран, обрисовываем видимый контур. На выкройке написаны названия деталей и нужное количество. Пунктиром обозначены вспомогательные линии, такие как середина детали, линии изгибов и так далее. Прямые углы легче просто наметить. На столе будет гораздо удобнее выровнять контур деталей. И провести прямые линии по линейке. Также вы легко можете изменить выкройку под свою куклу. Например, прибавить или убавить ширину или длину детали. И теперь можно вырезать шаблоны по внешним линиям. Выбранную ткань перед началом лучше постирать и погладить. Переносить выкройки можно специальными портняжными карандашами, мелом или даже кусочком мыла. Но я люблю рисовать акварельными карандашами. Например, белым для темных тканей и черным для светлых. Кладем бумажный шаблон на ткань и обрисовываем его по контуру. Так как нам нужно 2 таких зеркальных детали, переворачиваем шаблон на другую сторону. Укладываем поближе для экономии ткани. Между деталями оставляем минимум 1 см. Шариковая или гелевая ручка здесь не подойдут, так как пропитают ткань насквозь и будут смазываться или даже пачкаться при попадании воды. Простой карандаш тоже не лучший вариант. Но если под рукой ничего нет, акварельные же карандаши стираются с ткани даже ластиком. И если что, при стирке полностью исчезнут. Для сшивания деталей понадобится отступ, то есть припуски на швы. Обрисовываем контур деталей на расстоянии 3-5 мм, в зависимости от того, насколько сильно распускается ваша ткань. Можно вырезать и сразу с отступом, не обрисовывая припуски. Ну вот, теперь наши детали готовы к пошиву.
Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!